Ну вот мы и добрались до по-настоящему серьезных приключений. 20-я серия аниме «Реинкарнация безработного» нас встречает видами города Лапана. А из-за того, что в аниме из прошлой серии вырезали караван, с которым Руди и Лиза прибыли в город, нас также лишают куска лора. Ну а я, как обычно, буду вас подначивать читать новеллу. Буду рассказывать, что именно из аниме вырезали, и восстанавливать изначальный облик истории из ранобэ. А с вами Стил, вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю про все, что мне интересно. Первая глава 12-го тома начинается с описания города Лапана. Давным-давно бог Севера Каруман II вместе с товарищами убил гигантского бегемота. Его туша медленно разлагалась, и фаланговые муравьи, которых в аниме не показали, поселились рядом с тушей и вырыли огромное количество ходов. А затем, достаточно размножившись, обглодали бегемота до костей. Когда же есть стало нечего, муравьи попросту вымерли, оставив после себя огромное количество подземных лабиринтов, в глубине которых из-за маны начали зарождаться хозяева подземелий, а вместе с ними и сокровища. Люди это дело просекли и стали собираться вокруг гигантских ребер и оставшегося оазиса. Так и возник город-лабиринт Лапан. Все это рассказывает Галбан, вырезанный из аниме торговец, которого Руди с Лизой взялись охранять. В аниме же ничего этого нет, а герои сразу доходят до гильдии искателей приключений. Здание гильдии авантюристов было высечено из огромного валуна и, скорее всего, с помощью магии. Здесь на входе вырезан изящный рельеф. То, как выглядит гильдия в аниме, это просто смех. Подумаешь, основное здание в городе выглядит как дверь в скале. Ждем в комментариях людей, которые мне снова будут затирать про то, что аниме это адаптация, и она не должна прямо следовать книге. Ну а внутри гильдии сразу же находится Гису, причем в аниме вырезаны обрывки фраз, которые он говорит. По ним уже можно понять, что Рокси пропала без вести, но в аниме это действительно не так и нужно. Сам разговор почти не поменялся, и нас переносят к сцене встречи с Полом. И тут, честно говоря, в аниме не дожали атмосферу. В новелле Лилия с Шерой были уставшие и растрепанные, ведь перед этим они несколько раз спускались в лабиринт, чтобы найти Рокси. В аниме же они обе улыбчивые и отдохнувшие. Да и сам Паоло описывается как исхудавший и изможденный человек средних лет с кругами под глазами. Короче, ровно такой же, каким он выглядел в Мелишионе, только без щетины и трезвый. В его глазах не видно жизни. Похоже, душа покинула тело, и он превратился в пустую оболочку. В аниме же, ну вы сами видите. По новелле Руди с Лизой приходят как натуральные спасители положения, которые заменяют собой Веру и Шеру, значительно усиливая отряд и позволяя добраться туда, куда Паоло больше полугода не мог пройти. Кусок текста, где Паоло пытается угадать, на ком женился Рудиус, перенесли на вечер, так что вырезнёй не считается. А тем временем в новелле Руди в своих мыслях даже боится рассказывать о ребенке, потому что в предыдущий раз схожий рассказ перерос в драку. А еще вырезали то, что Паоло перечпокнулся с Лилией, хотя сам себе это запретил до тех пор, пока не спасет Зенит. Его извиняет лишь то, что все произошло из-за нападения суккуба, а Шера так была напугана, что не смогла произнести заклинание детоксикации. Но за что стоит аниме похвалить, так это то, что в серии Паоло лишь опустился на колено в знак извинений перед Лизой. В ранобэ же он упал в чисто японское дагеза, что никак не вяжется с европейской культурой людей из Асуры. Сразу после этого в аниме приходят Вера и Талхант, и если вы не поняли, то гном, как бы сказать помягче, пидор-гном, который крадет у мужчин самое ценное, как сказала в новелле Элина Лис. А еще его не берут чары суккубов. В общем, Руди спрашивает, а где Рокси? После чего узнает, что она пропала в ловушке месяц назад. И дальше нам показывают, как у Рудиуса буквально земля начинает уходить из-под ног. Примерно так я себе и представлял адаптацию этой сцены. За нее лайк. Ну и мне можете поставить лайк вместе с подпиской, если не жалко, конечно. После этого Руди достает взятую из библиотеки книжицу, и пока Гису читает, в новелле Паоло рассказывает обо всех монстрах, с которыми он столкнулся в подземелье, и краткое описание первых 3 этажей. В аниме же это ни к чему, поэтому все описания вырезали. А еще в аниме вырезали то, как они составляли формацию
для похода по лабиринту, их роли и зоны ответственности. Да, для аниме это духота, но духота атмосферная. Пересказывать я ее, конечно же, не буду. А вечером происходит разговор отца с сыном, прямо как в старые добрые времена. Паоло никогда не стеснялся скабрезных тем, и поэтому они с жаром рассказывают друг другу о своих любовных похождениях. А после того, как они легли спать, в новелле Руди снова задумывается о словах Хитагами. И, вероятно, эти вырезанные из аниме мысли и легли в основу одной из основных теорий в реинкарнации Безработного. Руди думает о том, что, идя против совета Хитагами, он наоборот исполняет его волю, как это ни парадоксально. Если бы он не послушался совета пойти в академию, то он никогда бы не нашел книгу с подсказками о лабиринте. И сейчас ему бы пришлось идти в лабиринт буквально вслепую. Любой совет Хитагами очень мудр и глубок, а еще делает так, что даже неточное следование совету приближает что? Руди не может этого понять и засыпает буквально со следующими словами. Как обычно, я понятия не имею, что у него в голове, но то, что он мой союзник, вряд ли можно считать ошибкой. Из аниме эти мысли вырезать было категорически нельзя. И мне интересно, как аниматоры будут выкручиваться дальше. Ну а вы можете поддержать то, что я делаю, денежкой на Бусти и получить ранний доступ к видео и эксклюзивным реакциям. Переходи по ссылке в описании или сканируй QR-код. Спасибо всем, кто уже это сделал, а мы продолжаем. На следующее утро начинается судьбоносный поход в лабиринт. У входа усиленную группу провожают Вера, Шера и Лилия. Основным монстром первого этажа является Тарантул, повелитель смерти, монстр Б-ранга, которого Паоло располовинил в неплохо нарисованной сцене. А следом в аниме почему-то Руди не рассказал о том, что Сильфи внучка Элина Лис, и тем самым Паоло стал с ней роднёй. Точнее, Руди об этом подумал, но не сказал. Я не знаю почему, может быть, аниматоры не укладывались в хронометраж. Следующая пещера очень опасна заражением 3D-шных пауков. И здесь в аниме достаточно умело вплели лорное объяснение, почему стоит использовать только магию льда, и продемонстрировали неплохую анимацию боя. Я уж думал, это все вырежут. А в аниме вырезали весь второй этаж, а вместе с ним целую половину главы. Серьезно. Если вы заметите, в аниме отряд Паоло телепортировался только один раз. Ну ладно, давайте я вам расскажу. На втором и третьем этажах, помимо тарантулов, начинают появляться железные ползуны, бронированные гусеницы Б-ранга и грязевые черепа, которые уже А-ранга и могут обстреливать грязью издалека. Собственно, ползуны очень сильно мешали Паоло и его группе, потому что они защищены от ударов мечом, а замораживать их без Рокси было некому. Рудиус же взял эту роль на себя, и покорение подземелья пошло как по маслу. А еще в новелле Рудиусу показали нечто напоминающее стиральный порошок, который не только отмывал грязь, но и убирал паутину тарантулов, поэтому авантюристы взяли его с собой с лихвой. В аниме же вместо этого нам сразу показывают всю мощь мага, зажатого в угол. Рокси с сокращенными заклинаниями воды, льда и земли раскидывает полчища телепортирующихся монстров. Но у нее заканчивается мана, она в страхе делает лужу под себя и готовится умирать, как приходит рыцарь в плаще цвета серой крысы и спасает ее. И что? И все? Так быстро? Мощь магии показана отлично. Глаза режут 3D-монстры, но я уже готов потерпеть. Нам показывали хорошие каты с Паоло и Элина Лис, квота на графон закончилась. Тем временем в новелле Рокси посвящена целая глава, которая называется «Ее эмоциональное состояние». Там описывается, как Рокси выглядит исхудавшей и изможденной. Косы распустились, щеки впали, а сама она похожа на уличную бродяжку. В аниме она капец какая чистенькая для месячного пребывания под землей. Я надеюсь, эту главу экранизируют в следующей серии, а иначе в аниме встреча учителя и ученика, несомненно эпичная, но имеет абсолютно не тот настрой, что в новелле. На случай, если этого не произойдет, я вам ее перескажу. В новелле был беспросветный ужас и мрак, отчаяние от толп монстров, страх того, что группа не станет ее спасать, голод и жажда. Ладно,
Рокси святая воды и колдовала себе попить, а рюкзак с провизией был как раз у нее за спиной. Монстры, живущие в лабиринте, знают все круги и умеют использовать их для перемещения. Более того, когда не монстр перемещается через круги, монстры сразу же собираются у другого выхода. Рокси попала в ловушку, случайно оступившись, и сразу же встретила целую толпу ожидающих ее монстров. Обрушив на них мощь магии, ей пришлось прыгнуть в один из других кругов, еще дальше уходя от изначального положения. Так прошел первый день. И Рокси начала прыгать по порталам дальше, держа в голове, что Паула и остальные уже могли быть мертвы. Она блуждала так целый месяц, прыгая по порталам и каждый раз возвращаясь в одну и ту же комнату. Она решила, что попала в такой набор комнат, которые соединены между собой по кругу, и из этого круга нет выхода через порталы. Кроме того, в некоторых комнатах были гнезда монстров, и перед очередным прыжком в такую комнату Рокси копила ману для боя. Тем временем кончилась еда. Мясо монстров было отравлено, и его невозможно было есть без использования магии детоксикации. Рокси отчаялась и впала в грезы. Она начала мечтать о том, что станет преподавателем в университете Рано, будет учить детей магии, а потом, может быть, найдет там себе мужа, который позарится на ее тело. Должен же быть такой. «Я не хочу умирать», — подумала Рокси и снова ступила в портал. Там ее ждали полчища монстров, выстроившиеся в боевые порядки, преграждая портал выход. Этот бой и показали в аниме. А еще в новелле, после того, как у нее выбили из рук посох, перед глазами Рокси промелькнула вся жизнь. И через этот краткий флешбэк мы узнаем ее предысторию. О том, как были опечалены родители, узнав, что она не владеет телепатией, о ее первом отряде авантюристов, о переходе на центральный континент, об учебе в университете и ее учителе, о том, как она в ссоре ушла из университета, а затем о всех тех событиях, которые уже показывали в аниме. И лишь после всего этого пришел Руди и ее спас. Причем в Ранобэ Рокси не прудила под собой лужу. Я даже не знаю, зачем это было вставлять в аниме. В общем, надеюсь, что в следующей серии нам хотя бы кратко покажут эту главу от лица Рокси. А иначе, я повторюсь, как-то слишком быстро. Совсем не чувствуется тот ужас, через который прошла Рокси, и та радость от спасения. А ведь это очень важно для последующих событий, если вы понимаете, о чем я. На этом заканчивается 20-я серия аниме. Напишите в комментариях, какие эмоции вызвала у вас эта серия. Ну и это, прекращайте смотреть видосы про извращения. Смотрите лучше видосы про лор. Ну в самом деле. А на сегодня все. Всем удачи и всем пока.